Да, ребятки, hello, как говорится. Находимся в гостях у компании Волга Трейд. С этими ребятушками вы уже хорошо знакомы. О, Кирилл, Ты что это было вообще такое? Он нормальный там? Жестко. Вологодские машины? Это молоко, что ли? Не знаю. Значит, Но это было эпично. И сегодня снова посмотрим кое-что интересное. Во-первых, один из самых топовых автодомов в мире на базе грузовика Mercedes. Во-вторых, какие вообще у людей бывают заботы. Человек строил себе автодом, потом решил, что ему нужна баня. Баня уже туда не помещалась. Для него сделали прицеп-баню. То есть будет автодом, а следом поедет прицеп-баня. Это прицеп для техники, по сути, но вот с этим Подожди, так функционалом. там техника еще? Заходите. Нифига. Ну и то, зачем мы в первую очередь приехали? Автобус-отель. Так, мы зашли как хозяева. Это кресло были или что? Три основных задачи. Хозяин часто ездит по стране, у него разные объекты, и когда приезжает на место, где негде переночевать, ему нравится, чтобы было как дома. Настоящий отель на колесах на базе автобуса Scania. Что к чему, обзор. Поехали. Итак, ребятушки, с нами сегодня Артем. Салют. Ким, привет. Итак, Шакман, прежде всего. Там же история была непростая с Шакманами. Да, она до сих пор длится. Подожди, так автодом, который вы построили, он может ездить по стране? Да, конечно. Мы на себя берем эту ответственность. То есть, если мы заявляем, что мы все сделаем, значит, мы все сделаем. Поэтому всегда нужно спросить. Бывает такое, что нам люди приезжают, привозят по факту, еще и оставят в выходные, скажут, мы ключи там оставили на охране. Там, что? Почему? Лучше все заранее, документы скинуть, все посмотреть, разобраться и приступать. Я смотрю, мерседесики к вам новые как ехали, так и едут. Приезжают. Примерно половину машин мы помогаем купить, а половину сами люди привозят. Прицеп. Что за история? Вдруг появился прицеп баня. Слушай, что-то жарко. Тебе не жарко? Ну, уже становится. Продолжаем. Итак, прицеп баня. Да. Было у вас уже такое? Мы снимали, кажется. Да, да. Помещение действительно большое, и вы можете лечь во весь рост. Для того, чтобы не таскать дрова через весь фургон, мы предусмотрели их загрузку снаружи. Человек решил вдруг баню себе прицепить еще. Дополнительно. Вы приезжали и снимали у нас вот этот МАН 8х8, да? Да. Такого же цвета, графитового, да. Куда он уехал? Казахстан. И заказчик, как и многие в Казахстане люди, снегоходы, охота, есть где, красиво, поэтому где-то эти снегоходы надо возить. Ты начинаешь проектировать прицеп для снегохода, получается дорого, обидно, да? Хочется доп. Функционал добавить. То есть, ну, если уже теплый есть прицеп, значит, надо поставить там отопитель, там откидные спальники, уже хорошо, уже кто-то может остаться. А еще там метр приделать, и уже можно там мини-баньку поставить. Ну, показывай. Там находится гидроборд, такой большой, складной, специально сюда мы проектировали его, который книжкой раскладывается, и он 2,7 метра. Для того, чтобы снегоход целиком мог встать, его подняли на нужную высоту и на тележке закатили. Кто-то в четверг утром коммуналочку оплачивает 6 тысяч, а кто-то, а может мне баню добавить в гараж прицеп к моему автодому 6х6? Заходите. Нифига. Тут же уже автодом. Какой же это, где гараж? Ковер, подушки. Спальники. Мы это складываем, и мы сшили, 2 чехла надеваются из водоотталкивающей ткани. Поднимается наверх. Наоборот, вниз спускается. Слушай, только нет этих бортиков. Есть они съемные, есть эти бортики, да. Дальше, шкафчики, они все на высоте выше этих снегоходов, никак им не помешают. Но элемент такой уюта создают. Вот эти большие шкафы, он просил сделать много выдвижных ящиков. Ну, то есть экипировка какая-то. А, вот как раз эти чехлы. Баню показывай. Баня. Сейчас нам надо попробовать здесь развернуть. О, блин, так тут много места. Ну, по сути, здесь вот, ну, 2 человека же могут распределить. Тут офигенно можно попариться, и втроем можно аккуратненько. И печка. И печка Харви у вас. Это же финская, по-моему. А еще прикольная штука, вот окно решили сделать, попросили. И так как оно прям стеклянное, обычное окно не очень теплое, вот еще такую штуку сделали дополнительно. То есть можно вот так. Чтобы жар не уходил. Нет, защищать, чтобы не разбить, когда едем. И тут что? Самый маленький в России санузел с душевой, да. Слушай, с дизайном у вас, конечно, проблем нет. Вот тут энергоблок еще у нас смещен, и еще 2 полочки вместе. Еще раз, это прицеп к основному автодому. В основном все есть. Ого! Это из Икеа какая-то. Мы прям в квартире. Это холодильник, посудомойка вот здесь. Посудомойка, офигеть. Это вы опять выпиливали все? Да. Под чашечкой? Да. Для многих это уже мечта автодом. Только внутри диван поставить и телек Но он повесить. только не едет никуда, запрягать надо. Трактор там, Беларусь. Беларусь 54-25. Сколько денег? Фургон
2. И внутри, не знаю, 2. Ну, мне кажется, вот так. Ладно, теперь что, ну, не этот конкретно, другой поедет, но может поехать впереди. И поедет. Да. Рассказывайте. Отправляется в Монголию. Монголию. Да. Есть там такой классный наш заказчик. Зовут его Гена, если коротко. Он сам себя просит называть так. Год назад зима. Просто звонит мне Гена и говорит: мы едем, Артем. Я говорю: кто? Куда? Мы с братьями. Они просто приехали куда-то в Германию, в какой-то город, нашли эту машину, купили, сели прямо в этом городе на него и доехали до Нижнего Новгорода. Потом было интереснее, потому что оказалось, что так нельзя делать, потому что им дали только временное разрешение на проезд через Россию в Монголию. И он на трал погрузил машину, отправил в Монголию, оформил документы и на трале обратно вернул в Нижний Новгород. Сколько это денег? Сейчас обратно еще опять на трале поедет. 800 тысяч стоит, кстати, вот точная цифра есть. 800 тысяч рублей Отправить в одну сторону. в одну сторону, то есть умножаем на 3, Да. только отправки туда-сюда. Да. Гена или Геннадий? Можно просто Гена? Здрасте. Очень приятно. Это ваша техника. Да. Ну, дорогая же техника. Вот есть же Шахман в 3 раза дешевле, КамАЗы есть. Все равно решили вот это вот. Да. Раньше Урал был, у нас 2 Урала были. Российский техник немножко сложно, так. Китайский рассматривали? Ну да, есть, он не очень. Ну, все-таки интересно. Требуется Упало. У нас есть дома тоже такое. И есть. такое есть. Да. Решили вот такое. Да, решили такое. Это экскурс в путешествие в Монголии. Потом, в следующий год, 2 года хочу Киргиз или Казах, не знаю. Круто. Подумаем. А вы с Улан-Батора, наверное. Да, я Улан-Батор. Как дела в Монголии сейчас? Мы там, честно говоря, не были. Сейчас хорошо, жизнь Хорошо нормально, да. Большой магазин. ЦУМ по-нашему. А это яблоко Битлз. Ешиное. Пицца Хат. Шварцкоп Профессионал. Рассматривали другие компании, кто бы мог построить? Да, мы посмотрели там Билис Мобайл, Голландия, город Береда. Потом Unicad, Германия. How many people live here? Normally only one. One, And his two and his 2 children and the bodyguard. So this was the first owner. The first, Bodyguard. yeah. The first owner Yeah. was a guy from Dubai, Ja. and then he sold it after 6 or 7 years to a guy from Kazakhstan. This is the reason this is all in. Они дорогие, еще сложно. Самый хороший вариант это Волга-Трейд. Еще мы давно дружили, много проектов сделал, хорошо знаете. А по городу на нем можно ездить? Городу нельзя. Мы поставим за городом стоянки, потом сразу на территории, там, да, пустыни какой-то, тайга, туда улетаем. В Монголию сейчас стоит ехать? Можно. Хорошо? Обязательно надо. Спасибо вам большое за уделенное время. И удачи на дорогах. Спасибо. По кругу ходить не будем? Может быть, что-то есть уникальное, интересное? Он привез большое количество инструментов сам. Он собрал все просто. Он ездил по выставкам, и в Дюссельдорфе был, и кучу раз приезжал к нам, и наши разные проекты смотрел, и все повыписывал, все собрал классненькое, и говорит: вот вам спецификация, делайте так. Сзади мотик, это съемная часть. То есть здесь можно обслуживать вот эту гидростанцию, она отвечает как раз за подъем запасного колеса. А здесь вот этот гриль, который он привез, Сам привез. сам. В России его невозможно купить. Поэтому он заказал из Монголии, из Европы. Вот этот гриль весит миллиард килограмм. Здесь чик. И мы сделали еще в чехле лежит штука, которая сюда вставляется. Она как сборник жира, то что здесь стандартно не подходит, здесь мало места. И экран такой, чтобы сюда не брызгал. капать. Маркиза. Да, маркиза. Слушай, а там что такое? Печка. Камин, что ли, есть? Пойдем скорее, интересно, да. Потому что вот наша тема основная. Мы пока здесь еще, да. После вас. Вау, свет. Света нет. Света нет. А почему? Потому что все высадили, наверное. 55 секунд, ребятушка. Свет. Ждем. О, ноутбук 15 дюймов и год гарантии 38 999 рублей. О, детские беспроводные наушники 769 рублей. О, набор шестигранных ключей 587 рублей. Ребяшки, на маркетплейсе Озон уже началась с 4 июня по 2 июля распродажа. Настоящий аттракцион выгоды со скидками до 90%. В честь дня рождения маркетплейса 27 лет, кстати. Крутой выбор товаров, одежда, электроника, товары для дома и многое другое. А еще у Озон удобная доставка пункта выдачи заказов или прямо до двери. О, ну и классика. Бумажное полотенце 90 рублей, 2 штуки. Ну и... белая футболка. 291 рубль, а говорят, цены высокие. На лето, то, что нужно, берем. Ссылка на распродажу в описании. Рекомендуем. Продолжаем.
Так, можно, да? Это не основная тема нашего обзора, ну просто покажем. То есть вот это поедет впереди, а сзади прицеп. Например. Хотя баню можно сделать и тут. Да. Вкратце, расскажи, гостевая зона. Да, гостевая зона, ремни безопасности 4 штуки, стол, диван, саундбар, там внизу сабвуфер, под ним же бак для воды, здесь 800 литров, большой запас. Все эти коммуникации, все под диваном спрятано. Мое любимое. Он привез 3 чемодана посуды. Любимый, готовите на улице, все, размещайте. Это первое. Прям кастрюли, что ли, вез? Большие, да. Серьезно, на самолете? Это второе. Это тоже он привез. Даже вот такое. Вес. Ого, нифига, это что, тесак какой-то Томагавк прям? какой-то, я не знаю, как это называется. Вот здесь чашки, Понятно. а здесь, получается, кофемашина и Ты говоришь, что он термопол. и это привез? Нет, это мы здесь купили. Хорошо. Холодильничек. Да, там морозил. Все Bosch. Здесь все Bosch. Он просил, все, посудомойка, Bosch, холодильник, Bosch, Камин. камин. Ну, такое. Монгольские, русские дрова. Здесь у нас Стиралочка. здесь стационарные прям кровати. Условно детские, но на самом деле уже не детские. То есть они 2 метра. Душевая, раз. Это складывается штука. Это все массив дерева, то есть это не фанера. Яхтенная? Да. Туалет. Да. Дорогое. Красивое. Нормально. Вот здесь как раз дверь. Это уже спальня, да, с зеркальцем. Тут пылесос Dyson, по-моему. И там, соответственно, для него розеточка сделана. Еще такая штука, опять же, в каком-то нашем проекте. Гена увидел, он говорит, надо держатель бутылок там. Ого, типа винный шкаф. Да, чтобы они в целостности и сохранности доехали. Да. То есть, ребятки, вы поняли, да? Это едет впереди. Ну, вернее, там поедет. Ман. Ман поедет. Ну, такой же, похожий комплектации, а сзади едет вот тот прицеп с баней и 2 снегоходами. Ну или одним квадроциклом, например. И это у нас... Ой, Ой, это неприлично. это Мерседес, это дорого. В районе 30 миллионов это только шасси. Чего? Чего подорожало? Подорожало, дорогие машины, да. А если делать на базе Шакмана? Ты же говорил тогда 20... Шакман, он же тут 10-11, какие-то такие у него цены, да. А это стоит 30. Гена называет вот эту машину большой гелик, потому что там, если чуть-чуть заглянете в кабину, там хорошо. А это вот, ну, то есть то, что вы делаете. Я думаю, 20 где-то миллионов. Ну вот, да, так и получается. То есть если взять Шакман 10, это 20. За все про все 30. Все равно как Range Rover. Range Rover на 300 лошадей, дизельный за 31,5 миллион. Давай еще кабину глянем. Да. Ага, зеркал нет. Все, зеркал нет. Подогрев, Вентиляция, пожалуйста. Все есть, кожаное сиденье. Ну-ка. О, ты смотри, а? Тут прям Гелендваген. Ого, вот это телевизор. Ты видел, смотри, зеркало? Да. Ну ничего лишнего, то есть здесь всего пару кнопок. Причем самые нормальные кнопки, чтобы не тыкать в дисплей. То есть температура здесь нормальными кнопками, громкость. Красота. Так, идем дальше? Идем. А, и коробка вот. Ну, естественно, автомат. Круто. Так. Ага, ребят, сейчас, Артем. Подожди. Удаляюсь. Ребятки, что хотели показать? Вот сам полгода, кроме шуток, езжу с этой штукой. Крепеж для телефона. Maxery. Ребятки из Technodeus прислали вот такое сюда, в дефлектор. Включаем провод. В отличие от многих других зарядок, надежная фиксация до 2,5 кг на отрыв и симпатичный дизайн. Толщина 2,5 мм. У ребятушек из Technodeus много всего интересного. А по нашему промокоду скидка. Так, автобус. Идем дальше. Автобус-отель. Да. Человеку хочется ездить, чтобы как дома. В районе 1000 километров преодолевать, чтобы можно было, причем это сделать по рабочим поездкам. Ну, возможно, и будет и с семьей ездить, конечно. Автобус будет ездить по России. Да. Это что? Это генератор. 8 киловатт? Да. Что делали в автобусе сразу, помимо генератора? Вкратце. Здесь по автономности не супер большой запас, если учитывать, ну, вообще, каким может быть реально автобус, сколько можно туда всего запихнуть. Проговаривалось такое, что зимой вряд ли он вообще куда-то поедет. Ясно. То есть под задачу. Это ваш первый автобус? Да. Вот. Откуда вообще? Очень сложно было. У нас есть энтузиазм. Нам всегда хочется что-то пробовать, делать. В каком виде он приехал? Просто настоящий туристический автобус, 48 мест. Куда все духи дели? Отдали заказчику обратно. Часть из них осталась в проекте. Сейчас мы посмотрим на них. Уже весит дофига. Генератор? Да. А поэтому тут и снята часть нагрузки. Вообще на этот пол там есть регламенты, мы все это смотрим, технические штуки. У генератора свой силовой каркас привязан уже к мощному каркасу внутри автобуса. Он не просто стоит на полу. А с той стороны вы что-то добавили такое же тяжелое? Там баки для воды, да. Заказной. Это, видимо, было, да? Да. Сколько стоит автобус купить сейчас? Мне кажется, недешево, если честно. Но все в восторге. 2 двери. Как было, Да, так две оставили. двери. И вот этот звук.
Откуда мы пойдем? Ну, как лучше-то? Ну, основной центральный этап. Начальство откуда заходит? Отсюда? Я думаю, что отсюда, да. Вот это мы видели. Мы же снимали автобус сборной России, помните? Вот так выглядит автобус сборной России по футболу внутри. Футболисты ездят как обычные люди в довольно обычном автобусе. Отсек? Ни для чего. Там когда-то был спальник. Вот, для водителя. Да. Вот, точно, там тоже такое есть. Здесь есть спальное место для водителя. У нас спать не будет там человек. Не будет. У него сейчас я покажу спальник для А водителя. тут был туалет. И у нас есть туалет. А что там темно? Туалет нужно активировать. В этом автобусе на панели водителя есть кнопка активации туалета. Я первый раз захожу в туалет в автобусе. Здесь был туалет, все правильно. Мы его Туалет просто убрали, да. К нам пришел заказчик со своей планировкой. Мы ее в целом посмотрели, повзяли, да, должно получиться, взяли, заработали. Так сразу, ваши привычные все штучки. Да, мы сейчас включим все для красоты. Тут у нас как в самолете потолок. О, так, мы зашли как хозяева. Это кресло были или Три что? основных задачи. 8 человек должны легально передвигаться, спать, и еще должно быть 2 водителя. Те самые кресла с автобуса. Подожди, они вот так и стояли прям. Нет, конечно, они стояли как обычно. Столько тут деталей интересных. Зарядочка беспроводная. Здесь много ручной работы. Вот посмотрите сюда, например, да, вот эти все формы, это все создается из фанеры, потом шпаклюется, шлифуется, обтягивается кожей. Стол опускается, у него вторая столешница, она меньше, и она опускается вот на этот уровень и становится как бы маленьким журнальным столиком. Куда-то недалеко едут, лучше, чтобы можно было удобнее там растянуться, есть второй маленький столик. Если куда-то уже где обеды и что-то еще, то можно большой столик. А как это все на скрипы, на... Вот вы же катались на нем? Сейчас вот как раз только стартовали испытания. Первый выезд у нас был, немного прокатились. Еще будет, еще. У нас на самом деле цикл нескольких испытаний идет обычно. А там что такое? Здесь у нас гардероб. Он просто такой открытый. Здесь предполагается просто навесить много вещей. Замочек, смотри, какой. Ну, полки. С гардеробом, по-моему, очень удачно. Потому что здесь двигатель, здесь шумный. Оставили все вот эти вот лючки, потому что много элементов автобуса, они только отсюда имеют доступ. Это автобус для Spice Girls или Backstreet Boys. If you wanna be my lover, you have got to give. Это для туров, да. Мы в Америке мечтали, так мы 2 года охотились, и он постоянно был в турах. Dude Perfect. Во. Hanging out on Big Pearl. Be on her for 5 weeks. Here's the dudes. And what's the temperature in here? It's cold, man. Alrighty, let's have some fun. Они же по штатам перемещаются. Я понимаю. Это не как там у нас. У них там большие расстояния. Come on board. So this is the front lounge. Я же тоже музыкант. Я знаю, как наши ездят, ребята. Вот. Наши ребята ездят, в лучшем случае. Ну, на автобусе просто на сидячем. Там никаких спальных мест нет, конечно. Чаще всего это вообще там микроавтобус. Покупаю русское, где бы ни было. В Азии, в Европе, в Африке, Гоа, на Лазурном берегу. Только русское беру. Можно? Конечно. Ну, здесь достаточно просто все, на самом деле. Ну, красиво. Без переборов. То есть здесь хорошая отделка всего, но супер лакшери. Не стали делать. Кладем телефон. Заряжается. Садимся. Куча места. Да, место нормальное. Ну, то есть вот эти все штучки, это все вручную. Можно нажать, и над каждым местом есть персональная читалка. В плане движения по дороге любой скажет, ну, нет равных автобусов. То есть это супер плавно. Но только по дороге. Дальше нельзя. Почему классно? Потому что очень много окон. Да, остекление. И солнце тоже может сильно печь, поэтому здесь вообще усиленная система. То есть пару кондиционеров здесь стоит вместо одного. Тонировать стекла будете? Мы нет. Нам сказали, давайте шторы. Мы сделали везде, сшили 100 миллионов штор. Сами шили. Да, сами, конечно. Холодильник. Небольшая вообще кухня. Холодильник, микроволновка. Такие штуки, чтобы место не пропадало. Вот это очень круто. Вот эти детали. Нажму дверь. Давай. О! А, вот эта дверь. Да, это мы сами сделали такое. Кровати начинаются. А, вы так сделали. Блин. Капсульный отель. Капсульный отель. Раз, Так круто, два, так круто. одинарные. Это фактически почти на полу. Для того, чтобы сохранить вот эту высоту общую, окна заглушили таким образом, чтобы осталось каждому отсеку немножко света. Маленькое окошко. Да. Подожди, а вентиляция? Вентиляция, вот она в каждом. есть Тут есть и кондей? кондиционер. Ну еще то же самое, это вот как там. Подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь такая же дверь. Да, с двух сторон мы ее можем открыть.
Опаньки. Чуть меньше места. Опа. Водитель. Но, извините, не под полом. То есть вот то спальное вы переместили. Да, Так два. как они на колесе спали, а теперь вот у них так. Вот эти все детали тоже, вот они заняли время, конечно. Вот, ну, радиусные вот эти. Сюда им можно вывести какой-то контент. Блин, ну быть водителем на таком автобусе еще даже люк остался, да? Вот. Ну да, попросили вот штатные штуки оставить. Сколько же вы это все проектировали? Долго? Ну, скорее всего, больше не будем. Почему? Долго. Муторно? Так нет, ну, с таким опытом теперь наоборот нужно на конвейер ставить. Давайте выйдем. Да. Артем, рассказывай, сколько денежек за такое? Я думаю, что спрос будет на такое. Давно мы договорились о строительстве этого автобуса. Другие это были времена. Я не знаю, сколько сейчас это будет стоить, но вот этот проект, он стоил в районе 10 миллионов. Вам нужно продавать это в Германии. В Германии это стоит 1300 евро легко. Так вот, он стоит 2,5 миллиона евро. А сейчас примерно сколько будет стоить? 2х или 1,5х? Ну, 1,5, наверное, точно Не будет. Ну, не 2. Спасибо тебе большое. Ребята, Вам спасибо. автобус-отель, прицеп-баня. Вообще выбор, конечно, шикарный. И классика. Правда, денег теперь стоит, но можно взять КамАЗ и будет сильно дешевле. Ждем ваш комментарий. Компания «Волга Трейд» всегда есть что посмотреть. Увидимся. Пока.